привет! С вами канал Собаки Лают, Караван идет, и мы с вами в Патагонии, в городе Сан-Мартин-де-лос-Андес. Позади нас красивейшее озеро Лакар, а вокруг нас просто удивительнейшие Анды. Мы здесь всего на 4 дня, но давайте разберемся, что можно сделать за столь короткий период нахождения тут. Поехали! Сан-Мартин стоит у нас промозглым дождем и порывистым ветром. И фактически погода украла у нас целый день поездки. Поэтому, сколько бы мы ни пытались, но гулять по городу в таких условиях совсем неприятно. Но в любом путешествии главное не унывать. Город Сан-Мартин-де-лос-Андес расположен в аргентинской провинции Ньюкин на северо-западе Патагонии, на высоте 640 метров над уровнем моря. Сам город и его окрестности – это территория национального парка Ланин, и место это охраняется государством. До ближайшего аргентинского соседа Чили тут всего каких-то 200 километров. Озеро Лакар и его прилегающая набережная – это фактически визитная карточка города, и наше знакомство с Сан-Мартин-де-лос-Андес мы начали именно отсюда. Само озеро имеет площадь около 55 квадратных километров и с первого взгляда влюбляет в себя своим размахом и живописными видами. Вот она, настоящая Патагония, как на ладони, очень красиво. Тут же можно прокатиться на лодочке, но сейчас август и на улице где-то 4-5 градусов, и я думаю, будет прохладно, мы решили не кататься. А вместо этого пройдемся по набережной. Набережная совсем небольшая, но довольно-таки уютная. По ней приятно прогуляться, если тебя не пугает сильный ветер, потому как он тут самый коренной житель. И забегая вперед, хочется сказать, что набережная выполнена с соблюдением дизайн-кода города. Извиняюсь за небольшой спойлер, но мы с Лешей очень любим сочетание таких натуральных материалов, как камень и дерево. Единственный минус на набережной, который бросается в глаза, это просто горы мусора. Много всяких бутылок, пробок и прочих отходов жизнедеятельности человека. Но ребята сейчас убирают берег, и если вот эти уборки будут чаще, то, здесь будет просто супер. Индейцы Мапучи, коренные жители этого региона, называли это местом чаек, хотя я бы назвала бы это соколиное место, потому что их как будто бы больше, чем голубей. Ну а теперь пойдем прогуляемся по городу. Сам Сан-Мартин-де-лос-Андес совсем небольшой. Вместе со всеми агломерациями площадь всего-то 140 квадратных километров, а население составляет около 40 тысяч человек. И центральный туристический район можно при желании легко пройти пешком. Атмосфера города довольно расслабленная и приятная. Хотя что еще ждать от курортного городка, куда приезжают отдыхать и наслаждаться природой? Кстати, есть у города и дизайн-код, о котором мы упоминали до этого. Все здания центрального района Сан-Мартин-де-лос-Андес выполнены из дерева и камня, и все это придает городу сказочный вид и создает облик маленькой Швейцарии или Германии. Очень прикольно. И даже строя новые здания, люди стараются поддерживаться общей архитектурной концепцией города. А еще все здания в Сан-Мартине не выше 12,5 метров, и это правило выполняется при строительстве на законодательном уровне.
Такая мера необходима для того, чтобы сохранить как раз-таки этот волшебный, можно сказать, игрушечный вид города, который идеально вписывается в окружающий природный ландшафт. А это как раз два самых высоких здания в городе. Церковь Святого Иосифа и местный муниципалитет. Итак, давайте попробуем зайти внутрь. Кстати, нынешний 2023 год стал 100-м юбилейным для этого католического прихода. И обратите внимание на внутреннюю отделку церкви. В общем, что и требовалось доказать, даже церковь не выделяется из общей концепции архитектуры города. Ну и куда же без площади того, чьим именем назван город – генерала Хосе де Сан-Мартина. Мы уже монтируем выпуск про Мендосу, в котором подробно расскажем об этом человеке. Поэтому не забудьте подписаться и включить колокольчик, чтобы не пропустить этот выпуск. Всего 15 минут по разбитой дороге, и вы в таком прекрасном месте – чайном домике. Чайный домик Араян – это самый старый чайный дом в Патагонии. Его строительство началось в 1936 году молодой англичанкой Рене Диккенсон, которая вдохновилась этими местами. Но почему же дом называется Араян, спросите вы? История такова. У Рене Диккенсон было прозвище Араян из-за ее внешнего сходства с деревом. Она была высокая и худая, а цвет волос напоминал кору дерева. А на языке коренных жителей этих мест, индейцев Мапуче, Араян означает место, куда падают последние лучи заходящего солнца. Кстати, чайный домик открывается в 2 часа по местному времени, закрывается в 9 часов. И вот к 2 уже собирается толпа народу, подъезжают таксишки, и люди хотят поскорее попасть внутрь, ждут возле входа. И лучше всего заранее зарезервировать место, потому что народа действительно очень много. Место, оказывается, прям вот популярное среди путешественников и туристов. Но бывает наоборот, когда ты не планируешь, а просто приходишь, тебе дают самое лучшее место в этом чайном доме. Внутри домика очень уютно и приятно. Все само собой сделано из дерева и камня, а атмосфера располагает таки посидеть у старого камина. Чайная церемония длится 2 часа, и мы взяли сет стоимостью $50 на двоих. Кстати, сет действительно очень вкусный, а вот чай нам как-то не понравился. Без обид, чайный домик Араян. Качество местных тортиков подтверждает даже наглый котик. Но если вы расстроились, что наглый котик съел ваш чизкейк, то помните, что лучшее средство от стресса и от нервов – это спорт. И тут рядом с чайным домиком есть специальная тропа длиной 1 километр. Пойдемте посмотрим, что там. Когда прогуливаешься по лесу, еще больше начинаешь понимать Рене Диккенсон, которая решила построить дом именно в этом месте. Лес на высоте почти 900 метров над уровнем моря – это не только красиво, но еще и полезно. Идешь себе и наслаждаешься гармонией видов и звуков, которые создала природа, и это успокаивает и вызывает исключительно положительные эмоции. И, кстати, прогулка доступна всем, в любом возрасте и физической форме.
Кстати, хлеб, которым угощают на чайной церемонии, приготовлен прямо тут, в горах. Но на обратном пути можно остановиться на смотровой Араян и еще раз полюбоваться окрестными пейзажами. Кстати, окраины Сан-Мартино чем-то напомнили нам Красную Поляну до олимпиадных времен. Такая вот ностальгия. И вообще, Сан-Мартин и его окрестности – это больше не про архитектуру или кулинарные изыски, это больше про outdoor activities. И тут, на территории национального парка Ланина, их просто полно. И именно поэтому мы решили с вами поехать на горнолыжный курорт Серра-Чепелько. Но перед тем, как воочию насладиться Серра-Чепелько, нас ожидало небольшое испытание. И это были далеко не коровы. А этот полицейский, между прочим, не только прогоняет коров с дороги, но еще и проверяет наличие цепей. Кстати, цепи нужны не всем. Машины с полным приводом полицейские пропускают без каких-либо проверок. Ну и наконец мы оказались на парковке. И нам сразу попался вот такой забавный пёсель, который поднял наше настроение. Серра-Чепелько располагает 28 трассами разного уровня сложности, а самая высокая станция канатки расположена на высоте 1940 метров над уровнем моря. Курорт относительно небольшой, но очень уютный, и в целом тут есть все, что нужно для проведения отличного отдыха на свежем воздухе. В нижней части много кафе и ресторанов с разнообразной кухней и приятной атмосферой. Есть и прокаты оборудования, но совсем небольшие, поэтому лучше озаботиться арендой заранее в Сан-Мартине. Любой горнолыжный курорт начинается с горы, а подъем на него начинается с канатной дороги. Но сначала надо немного постоять в очереди к кассе. Dos pastas mañana. Full day tomorrow. For one day. Bien, 23.300. Цены на скипасы достаточно европейские, то есть $50 за день катания. Канатные дороги на курорте Серра-Чепелько трех видов – гондольные, кресельные и бугельные. И давайте-ка попробуем поднимемся и насладимся этими прекрасными видами. Из-за сильного ветра часть канаток была закрыта и образовались очереди. Интересно, большие ли очереди, когда все канатки работают? Ребят, кто знает, напишите в комментариях. На самый верх Серра-Чепелько доставляет всего 3 подъемника, и 2 из них бугельных. И если у вас начальный уровень катания, то я вам не советую подниматься на бугельном подъемнике, потому что тут он, знаете, такой резкий, он аж выдергивает из тебя. Я крайний раз катался на бугеле в Канте на Нагатинской, это в Москве, и там он более мягкий, чем тут.
холодно, снега не так много. Сейчас 10 августа и дует прям такой вот прям сильнющий ветрище, и весь снег сдувает. И кататься, соответственно, предстоит по такому льду. Когда я спускался вниз, было немного жалко, что мы не попали на курорт в такой вот паудер, в снежный денек. И что вообще мы тут всего на один день. Но впереди нас ждал Сан-Карлос де Барилочи. И именно о нем будет наше следующее видео. Поэтому обязательно поставьте колокольчик, чтобы не пропустить его. А с вами был канал Собаки Лают, Караван Идет. Поставьте нам лайк, если видео вам понравилось. И пишите в комментарии, что бы интересно было посмотреть в Аргентине и из Аргентины. Будьте здоровы и всем пока! Пока!